Входим 27 текст. 27 текст, глава 3, карма-йога. Бхагавад-гита, как она есть. Сейчас прочтем санскрит. Пракрити краяманани гунах кармани сарвашаха аханкара вимудхатма картахамити маньяте. Пракритех материальной природы, крияманани совершаемые, гунайх гунами, кармани действия, сарвашаха по-всякому, аханкара вимудха введенное в заблуждение ложным эго, атма вечная душа, карта совершающая действия, ахам я. Ити так, маньяте думает. Перевод и комментарий о божественной милости Абхай Чарнаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Введенная в заблуждение ложным эго душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Достаточно короткий стих. Комментарий. Когда два человека, один из которых обладает сознанием Кришны, а другой материальным сознанием, выполняют одинаковую работу, может показаться, что они находятся в равном положении, но на самом деле между ними огромная разница. Человек с материальным сознанием находится под влиянием ложного эго, которое заставляет его думать, что он сам совершает все свои действия. Он не осознает, что его тело – это механизм, созданный материальной природой, которая действует под надзором Верховного Господа, и не понимает, что в конечном счете находится во власти Кришны. Под влиянием ложного эго такой человек считает себя независимым в своих действиях, что лишь свидетельствует о его невежестве. Он не знает, что его грубое и тонкое тело созданы материальной природой по воле Верховной Личности Бога и потому должны быть заняты служением Кришне, то есть деятельностью в сознании Кришны. Этот невежда забыл, что Верховного Господа называют Хришикешей, повелителем чувств материального тела. Такой человек долго использовал свои чувства не по назначению, ища чувственных наслаждений, чувственных удовольствий, поэтому он оказался во власти ложного эго, которое заставляет его забыть свои вечные отношения с Кришной. Тут оказывается вот в чем дело. Человек, собственно говоря, находится в невежестве лишь из-за забвения своих отношений с Верховным Господом, с одной стороны. С другой стороны, можно сказать обратное, что человек, который находится под влиянием ложного эго, он именно поэтому и не помнит свои вечные отношения с Богом. Итак, давайте произнесем благоприятные молитвы и после этого обсудим этот интереснейший, на мой взгляд, стих. Почему? Потому что, по сути дела, в этом материальном мире все находятся под влиянием трех гун материальной природы и действуют, исходя из ложного представления о том, кто я есть на самом деле. И если помните, мы говорили, чтобы ответить на вопрос, что делать, а этот вопрос возникает постоянно у человека ищущего и осознающего, что что-то с этим миром не так, что делать вот в этой ситуации, в той ситуации, в локальной ситуации, в целом, то для этого нужно прежде ответить на вопросы, кто я и где я. И вот как раз под влиянием ложного эго мы отвечаем на эти вопросы не совсем правильно. И исходя из этого, собственно говоря, строим все свои планы, принимаем решения определенные, и исходя из этого, в общем-то, запутываемся все больше и больше в материальной жизни.
Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Давайте мы для начала немножко разберем духовную анатомию человека, да, чтобы уже более четко, так сказать, представлять себе, что такое ум, что такое разум, что такое ложное эго, что такое душа. Говорится, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, что чувства, они выше одухотворенной материи. Но над ними чувствами стоит ум. Разум выше ума, и над ним, над разумом непосредственно говорится она, душа. Что же такое ложное эго? Ложное эго – это основа тонкого тела, тонкоматериального тела. И именно ложное эго означает неправильная идентификация, да, неправильное отождествление. Эго – это значит я. Эго – это, вот есть такое понятие эго, есть альтер-эго, мое как бы второе я, мое противоположное я. И в ведических писаниях часто употребляют это слово аханкара. Аханкара или ложное эго – это то, чем я на самом деле не являюсь. К примеру, мы вчера говорили, да, о том, что если мы зададим большинству людей вопрос, кто я такой, вернее, кто ты, то, как правило, мы услышим ответы «я то, я сё, я мужчина, я женщина, я папа, я мама» и так далее. Но с точки зрения абсолютной истины, я есть не что иное, вернее, никто иной, как вечная душа. И Кришна объясняет это Арджуне во 2 главе. Он говорит, что душа, что живое существо не может быть убито и не может убить кого-то, потому что не было времени, когда они существовали я, ты и все эти цари. И не будет времени, когда мы прекратим свое существование. Это говорит об индивидуальности души. И говорится, что введенное в заблуждение тремя гунами материальной природы живое существо скитается в этом мире, в этом кругу самсары, сменяя тела одно за другим. Почему же такое происходит и почему, то есть откуда корни, да, что это за, почему мы находимся в этом положении, не свойственном для себя, не свойственном для души. Говорится, что душа полна знаний, вечности и блаженства, но при этом мы видим, что мы, как тело, имеем определенный период существования, мы, значит, полны невежества, да, то есть и не можем наслаждаться в этом мире нормально, то есть мы постоянно страдаем. То есть как это все соотнести? С одной стороны, мы полны знаний, вечности и блаженства, но с другой стороны, мы видим, что весь наш опыт говорит об обратном. Начиная с рождения мы начинаем страдать, то есть даже с зачатия, фактически с зачатия, пребывая в лоне матери, вот в таком неестественном для себя состоянии в течение 9 месяцев, это ужасные страдания. Потом рождение, мы не можем двигаться, нас там одолевают всякие паразиты, болезни, и так, что мы даже об этом сообщить не можем.
Потом мы подрастаем и, собственно говоря, набиваем шишки, переломы рук, еще что-то. Говорится, что в этом мире, помимо тройственных страданий материального мира, то есть страданий от других живых существ, от хибаутика, от себя, от собственного тела, и собственного ума, от хиатмика, и от действий сил природы, от хидавика. Помимо этого, неизбежно еще 4 вида страданий: это рождение, старость, болезнь и смерть. Так о каком блаженстве, о какой вечности и о каком знании можно говорить вот, применительно к нам? Но если мы присмотримся внимательно, да, и по каким-то признакам мы сможем определить именно то, что природа, наша природа именно сад-чит-ананда, знание вечности и блаженства. Как правило, наши желания, они выдают нашу природу. Если кто-то очень любит рисовать и хочет рисовать, это означает, что в нем природа творческая, художественный потенциал, то есть потенциал художника, наблюдателя, созерцателя. Да? Если кто-то любит иметь дело с деньгами, значит, у него природа вайши, скорее всего, проглядывает природа вайши. Кто-то любит сражаться, устанавливать свои правила, законы, командовать. Так пробивается в ребенке природа кшатрия, воина, администратора. То есть наши желания говорят о нашей природе. И если мы внимательнее вглядимся в наши так называемые глобальные желания, то мы увидим, что начиная с самого детства в нас проявляются вот эти 3 качества сад-чит-ананда, а точнее стремление к этим качествам. Стремление к вечности проявляется в том, что мы защищаем свою жизнь. Мы не хотим умирать, никто не хочет умирать. И каждый раз любое живое существо, даже если каким-то образом будет угрожать, мы будем угрожать какому-нибудь муравью, он будет стараться спасти свою жизнь, сохранить свою жизнь. Стремление к жизни, оно даже вот, собственно говоря, в этом преснопамятном вирусе заложено, да, то есть он также хочет жить и развиваться за счет других. Да? Паразиты живут за счет других и так далее, то есть никто не хочет умирать. И если внезапно, там, какой бы ни был интересный концерт или мероприятие, театр там, или еще что-то, вдруг в помещении в этом начнется пожар или что-то, что представляет опасность для жизни человека, то, конечно же, все сразу попытаются спасти себя и, так сказать, сохранить свою жизнь и так далее. Вот это стремление к жизни, нежелание умирать, выдает в нас вот эту природу сад, вечности, вечного живого существа, как объясняет Кришна. Вот это стремление к знанию выдает в нас активное желание познавать этот мир. Начиная с малолетнего возраста, вот с детского возраста, мы можем видеть, что дети, как только они, что называется, даже не встали на ноги, еще только начали себя как-то сознавать, они все тянут в рот, они все пытаются исследовать через свой вкус, осязание, вот еще, может быть, не так сильно развиты другие чувства, но он все тянет в рот, маленький ребенок. Как только он подрастает, он начинает делать первые шаги, и тут, в общем-то, родителям надо уже быть, что называется, более внимательным, они прячут все, завязывают эти шкафчики, которые можно открыть, он начинает исследовать. Но как только ребенок начинает говорить, сразу возникает множество вопросов, как, что, где, зачем, почему, от чего и так далее и тому подобное. И если мы просмотрим дальше, то вот этот период обучения, можно сказать, ну кто же любит учиться, да? Кто же любит ходить в школу, что ли, да? Но и здесь мы можем увидеть, что, может быть, те предметы, которые преподаются в школе, не так интересны, но сам принцип познания, он достаточно интересный. Вот. И, собственно говоря, мы можем наблюдать это, как дети активно исследуют природу, исследуют те или иные предметы, там, не знаю, да, если мы дадим им новый какой-нибудь гаджет, мы увидим, как
как активно они и быстро освоят его. То есть их вот, умение действовать, вернее, исследовать этот мир, оно выдает в нас, в живых существах, как раз стремление к чит, к энергии чит, к познанию мира. Но можно также сказать, ну хорошо, как быть со старыми людьми, которые уже, собственно говоря, пожили, ну какое уже им знание, они не заканчивают университетов, ничего. Ну, стремление к познанию проявляется в них через желание узнать новости, да, начиная от просмотра газет, передач, программы «Время», заканчивая, значит, сплетнями, какими-то там последними событиями во дворе и так далее. Вот, то есть все это говорит о нашей природе чит, вечной природе чит. И также, если мы говорим о таком аспекте, как ананда, ну, здесь, я думаю, уже по большому счету не нужно доказывать. Да? Все мы хотим наслаждаться этой жизнью, этим миром и этой природой, считая себя, в общем-то, венцом творения и пытающимся эксплуатировать эту материальную природу, за что, собственно говоря, потом платимся разными катаклизмами, эпидемиями и всем остальным. Итак, почему же с нами произошла вот эта метаморфоза? Как понять, почему мы, будучи по природе вечными, полными знания, блаженства, почему мы все-таки оказываемся в такой не очень, как скажем, завидной ситуации, да, вся эта наша природа как бы усечена. Мы здесь смертные, мы здесь в невежестве, и мы не можем нормально наслаждаться этим миром. Вот вопрос. Итак, в этой связи как раз этот стих отвечает на этот вопрос, и он говорит, что введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действием, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Можно привести аналогию. К примеру, мы едем в машине. И нам кажется, я вижу в зуме подвисла картинка, да? Нужно, наверное, сделать более... Виснет видео, я понял. Давайте мы сейчас немножко изменим ситуацию. Мы сделаем проще. Прошу прощения. Сейчас мы... Интернет, похоже, немножко виснет, поэтому сейчас мы попробуем сделать следующую операцию. Небольшую, прошу прощения. Так, давайте попробуем вот так. Так, лучше уже, да? Вроде бы какое-то движение, по крайней мере, есть. Нет, виснет все равно. Ладно, минуточку. Я прошу прощения. Несколько программ одновременно.
Да, к сожалению, похоже, это неизбежная вещь. Ну хорошо, давайте в подвешенном состоянии, по крайней мере, звук он не настолько подвешен. Давайте тогда мы, ну, по крайней мере, как-то будем выходить из этой ситуации. Сейчас я просто отключу, просто... Угу. Так, прошу прощения немножко. Сейчас мы тогда... Я просто отключаю программы, которые могут подвешивать. Угу. Ладно, давайте продолжим, посмотрим уже, что программы, которые могут... Итак, введенная в заблуждение ложным эго душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Представьте, что мы едем в машине, и нам кажется, что едем мы. Мы именно таким образом и говорим, что мы едем. Но при этом мы не совершаем никаких действий, мы находимся лишь просто в транспортном средстве. Или, к примеру, если мы едем в поезде, мы тоже сообщаем, нам кто-то звонит, и мы говорим: да, я еду из Санкт-Петербурга в Москву, так что скоро буду, дождись. Но на самом деле еду не я, едет поезд. Я нахожусь в поезде и нахожусь в состоянии покоя. Таким же образом веды говорят, что душа, она ачала неподвижная, значит. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что нам материальная природа дает этот механизм тела для того, чтобы мы могли существовать в этом материальном мире. Потому что без тела существовать душа в этом материальном мире не может. Здесь немножко другие законы. И вот это тело, механизм, как раз тот скафандр или машина, как мы вчера говорили, такую аналогию приводили, эта машина, она как раз и везет нас непосредственно, а наши желания управляют этим. Но действует материальная природа, состоящая из трех гун материальной природы. Вот как раз на основе трех действуют гуны, веревки. Да? Гуны переводятся еще как веревки. Веревки, они вот как кукловод. Материальная энергия, как кукловод, она действует и дергает нас за веревочки, и мы действуем под влиянием вот этих трех гун материальной природы. Вот это ложное эго, это как раз отождествление себя с этим телом. Я и мое. Мы говорили как раз, что все проблемы этого материального мира, они как раз в этом и заключаются, что я считаю себя этим телом, и все, что связано с этим телом, я считаю своим. И вот эти отождествления, входя в конфликт с отождествлениями других живых существ, как раз порождают конфликт и скандалы. И два самых больших заблуждения живого существа в этом материальном мире, которые, собственно говоря, генерируют ложное эго, вот это я и мое, и последующие страдания из-за этого, как мы говорили в предыдущих стихах, это сактаха, привязанности, то, что мы через свой ум и разум пропитываем предметы, которые становятся для нас нашими, моими непосредственно, моим. И когда эти предметы, будучи по природе также независимы от нас, исчезают или уходят из поля зрения нашего, или объекты, или субъекты, неважно, это приносит нам очень большое страдание. Ложное эго или отождествление себя с этим телом порождает или генерирует два самых сильных заблуждений. Первое заблуждение – это то, что я наслаждающийся, и второе – я контролирующий. А откуда возникает вот это состояние, вот эта иллюзия того, что я контролирующий? Ну, смотрите, я же могу сейчас вот встать просто и пойти, правильно? Ну, кто мне запретит это сделать? Я могу встать, пойти, я могу запланировать что-то. Ну хорошо, ладно, с планированием не очень,
удачный пример, потому что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но тем не менее, в ближайшей перспективе мы же можем что-то планировать. На уровне государства идет какой-то план, идет какая-то стратегия вырабатывается, и, как правило, ну, это работает. Да? В крайнем случае, ну, я могу сейчас взять вот этот стакан, бросить его на пол раз, два, три, с предсказуемым результатом. 10 из 10. Я бросил 10 раз, и 10 раз он упал. Исходя из этого, я могу создать некий механизм, да, который, ну, элементарно будет действовать на основе притяжения Земли, земного притяжения, гравитации. Да. На основе гравитации построены многие механизмы и, собственно говоря, многие законы физические, они как раз апеллируют к гравитации, к земной гравитации, хотя ученые, собственно говоря, не могут до сих пор понять, что же такое гравитация. Вот. Но это позволяет нам с определенной долей вероятности планировать, что-то планировать. Потому что если бы гравитация, к примеру, отключалась в какой-то момент, ну, самопроизвольно, спонтанно, без предупреждения, то, наверное, нам крайне сложно было бы планировать. Да? Если сейчас отключится гравитация, то, в общем-то, ну, как бы наш дальнейший диалог или наша дальнейшая вот эта беседа, она будет невозможна по нескольким причинам. Вот, и в том числе, наверное, и, в общем-то, интернет пропадет, потому что на гравитацию много что завязано. Ну, представьте, вода перестает крутить турбину, турбина перестает вырабатывать электроэнергию, электроэнергия перестает поступать на подстанцию, подстанция перестает подавать электроэнергию во все регионы, собственно говоря, интернет отключается, электричество отключается и все остальное отключается. Да? Поэтому, смотрите, как один лишь всего физический закон, да, и знание этого закона, как оно позволяет чувствовать себя контролирующим. Да? Но мы не можем влиять на гравитацию. И только потому, что она существует неизменно, мы можем что-то планировать и считать себя, ну, как бы победившими вот этот, ну, так сказать, как какой-то закон природы. Да? То есть мы можем с прицелом на понимание, как будет изнашиваться те или иные механизмы, уже противостоять закону трения, который, опять же, происходит из закона гравитации и так далее. Ну и существования атмосферы и тому подобное. Так вот эти закономерности, которые человек может постигать, они вселяют в него определенную иллюзию, то, что он может контролировать что-то. Да? То, что он засыпает каждый день легко, он может, собственно говоря, запланировать свой сон в определенное время. Но так будет не всегда. Например, пожилые люди, они уже не могут заснуть. Они не могут заснуть, они не могут контролировать это. Собственно говоря, и любой человек не может это контролировать. Никто из нас, если нас спросить, как мы засыпаем, нам никто не скажет, так сказать, что мы делаем для того, чтобы заснуть. Ничего. Мы просто ложимся и ничего не делаем. И засыпаем. Точно так же с пищеварением, точно так же с проявлением разных эмоций и так далее, и так далее. Этот механизм тела, который, как говорит Шрила Прабхупада, в комментарии здесь, данные материальной природы в соответствии с нашими же желаниями, он идеальным образом заточен под то, чтобы нам существовать в этом мире и извлекать, экстрагировать из этого мира огромные наслаждения. Так вот, это дает нам первую иллюзию того, что мы контролирующие. Вторая иллюзия, что мы наслаждающиеся, возникает из-за того, что у нас есть определенный как бы запас благочестивых деяний, которые мы совершали в прошлом. И в соответствии с законом справедливости и законом кармы мы получаем те или иные виды наслаждения. И когда у нас получается что-то, да, ну, заработать большое количество денег, познакомиться с кем-то из противоположного пола, наслаждаться тем, наслаждаться сем, то мы чувствуем себя наслаждающимися. И нам кажется, что вот, достаточно лишь нашего желания для того, чтобы обрести наслаждение. И с возрастом эта иллюзия также потихонечку рассеивается к старости. Мы понимаем, что уже наслаждаться становится жизнью все тяжелее и тяжелее. Наши планы все менее и менее реалистичны и менее и менее сбыточны. Таким образом, само время расставляет точки над «и». То есть мы понимаем уже к старости, что мы не можем контролировать процессы нашего тела.
И мудрый человек, мудрые люди, они делают из этого соответствующие выводы, что я не контролирующий. И также к старости мы перестаем, у нас уже не получается наслаждаться, потому что функции тела, они настолько ограничены, и настолько уже, так сказать, многие органы нефункциональны, что кроме страданий это нам ничего не приносит. То есть время, оно развеивает эту иллюзию, но лишь до определенной степени, потому что введенное в заблуждение, опять же, аханкарой, ложным эго, мы по-прежнему считаем, что мы наслаждающиеся и мы контролирующие. Но невозможность сделать это, то есть наслаждаться и контролировать, приносит нам огромные страдания. И лишь только трансцендентное знание и сукрити, которая позволяет нам реализовать это знание, понять это знание, дает нам понимание того, как действовать в этом мире. Итак, ложное эго, оно очень многогранно. Что такое ложное эго? Ложное эго – отождествление себя. Да? И каким образом это самая тонкая, с одной стороны, тонкая, именно неуловимая оболочка этой Вселенной, с другой стороны, она самая по размерам, она самая огромная. Говорится, что наша Вселенная, она состоит из 7 оболочек. Это 5 материальных элементов: огонь, вода, огонь, вода, земля, эфир и сейчас огонь, вода, земля, воздух, эфир и дальше ум, разум, ложное эго. 8 элементов. 8 элементов, прошу прощения. И каждая оболочка, она в 10 раз толще предыдущей. Так описывают Веды. Можете себе представить, насколько сложно вырваться из этого материального мира. Ни на каком космическом корабле нельзя будет преодолеть вот эти оболочки Вселенной, особенно оболочка ложного эго. То есть, по сути дела, как кто-то говорил, шутя, что выход из материального мира, он по размеру составляет 1/100000 кончика волоса. То есть ровно такой, чтобы могла пройти душа, потому что душа считается, что она составляет именно 1/100000 кончика человеческого волоса. Это атомарная частица духовная, да, джива, душа, дживатма. Вот, поэтому выйти, если есть еще какие-то оболочки как бы сверху, можно только в том случае освобождать, ну как бы все вот эти модули сжечь, да, как космический корабль, он взлетает, он сначала один модуль уходит, второй модуль, третий, четвертый, и потом он уже свободно вращается вокруг Земли. Соответственно, нам, чтобы выйти из материального мира, вернуться назад домой, где мы можем заново, так сказать, реализовать вот это свое право быть вечным, полным знаний и блаженства, для этого нужно очиститься от всех вот этих 5 грубых элементов и 3 тонких элементов. Итак, в Бхагавад-гите мы возвращаемся к анатомии, чтобы лучше разобраться, что же такое ложное эго и как с ним бороться, да, что с ним делать. В Бхагавад-гите приводится такая аналогия тела человека. 5 чувств – это 5 коней, 5 лошадей, которые безудержно несутся просто вот к обрыву, можно сказать. Да? И поводья – это ум, не что иное, как ум. Возница – это разум, а седок – это душа, это как раз душа. И, собственно говоря, вот это тело, колесница тела, которая движимая чувствами, чувства нас ведут по жизни. Да? Мы видим что-то, и нам что-то хочется сразу, если это нравится. Мы слышим что-то, и это нам ум определяет, нравится, не нравится. Тоже возникает желание обрести это ложное эго, оно как раз пытается, все, что ему нравится, оно пытается сделать своим. Ложное эго. Я и мое, я и мое. То есть то, что наслаждает мои чувства, я пытаюсь узурпировать и сделать своим. Неважно, будь то какой-то объект чувств, или это чужая жена, или чужая машина. Если это мне очень нравится, то в зависимости от размера моего ложного эго и, так сказать, кармы, я пытаюсь это узурпировать и сделать своим. Итак, значит, колесница тела. И, собственно говоря, 5 чувств, 5 коней, если ум
слабый, вернее даже не так, если разум слабый, то вожжи ума, они просто, вот что называется, там трепыхаются, телепаются, и, собственно говоря, лошади едут туда, куда, в общем, глаза глядят. Но предположим, что разум все-таки крепок, да, разум крепок, он держит вожжи. Достаточно ли это для того, чтобы достичь конечной цели? Есть какой-то пункт, да? Есть какой-то пункт, куда мы едем. Достаточно ли сильного возницы для того, чтобы он просто, вот, ну, вернее так, сильный — это тот разум, который может контролировать ум и через ум свои чувства, к примеру. Какие-нибудь йоги, аскеты, крутые бизнесмены, которые отказывают себе во всех удовольствиях жизни ради какой-то высшей цели. Вот. Если достаточно ли разуму быть сильным, чтобы, ну, стоять над умом, чтобы достичь конечной цели? И ответ, конечно же, нет. Почему? Потому что нужно знать еще цель. Нужно знать цель. И вот атма или седок, да, то есть кто уже, он должен показывать, вернее, говорить цель. Он должен быть как навигатор, да, говорить туда, сюда, прямо, налево, направо, едем сюда. И разум исполняет уже желания атмы или седока непосредственно. Я помню такой, давно смотрел фильм, очень интересная комедия. Там одна девушка, расстроенная, опечаленная тем, что вот она рассталась с своим молодым человеком, она вышла из, ну, там, не знаю, из гостиницы, из ресторана, только что узнав о том, что он ее бросает, она садится в такси и говорит: езжай. Водитель спрашивает: куда? Она сказала: прямо. Ну и он и поехал прямо. В это время девушка засыпает. И когда она просыпается, уже ночь прошла, уже светло, а водитель едет уже в течение нескольких там часов, 5, 6 или 7 часов едет. И она с ужасом задает вопрос: что вы делаете, куда вы меня везете? И он сказал: я еду прямо, вы сказали прямо, я еду прямо. То есть вот это аналогия того, что если ум, вернее, если атма, душа, если само живое существо не знает, куда ехать, то разум будет вести именно туда, куда глаза глядят, что называется. Вот. И с этой точки зрения обладание, то есть атма должна обладать знанием. Так, давайте я просто сделаю хотя бы, что там какая-то зависшая картинка. Я просто отключу камеру тогда, простите уже. Давайте вот так, чтобы... Итак, если атма или живое существо не обладает знанием, не знает конечной цели, не знает пути, то неизбежно разум увезет туда, куда глядят глаза. А если еще и разум слаб, то чувства, кони, да, они просто повезут нас во все, так сказать, во все тяжкие к обрыву. Итак, что же делать тогда? Каким образом нам избавиться от ложного эго? Каким образом нам, так сказать, обрести, понять назначение, да, и путь, назначение, конечную цель и путь. И здесь, собственно говоря, это может произойти лишь в связи с тем, кто уже знает путь. Кто уже знает путь, кто знает конечную цель. С точки зрения, ну, скажем так, обычного живого существа, мы вот эти три желания или три как бы вектора нашего развития, сад, чита, ананда, то есть вечное знание, вечность и блаженство, мы их пытаемся реализовать постоянно в этой жизни. Но именно гуны материальной природы, покрытие трех гун материальной природы не дает нам возможность реализовать. То есть мы не можем в этом теле или в этом скафандре стать вечным. Мы не можем познать абсолютную истину, покрытые иллюзорной энергией. И мы не можем никоим образом наслаждаться материей, потому что это, с одной стороны, претит нашей природе, и с другой стороны, собственно говоря, эта энергия предназначена для наслаждения Бога, не для нашего наслаждения. И, собственно говоря, мы, являясь пограничной энергией, татастха шакти,
мы также предназначены для наслаждения Бога. Вот, собственно говоря, но знание, вернее, незнание этих законов природы погружает нас в невежество, и вот эта обусловленность тремя гунами материальной природы, она, собственно говоря, ее невозможно преодолеть. Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Давихи шагуна маима мама я дуратья я». Он говорит, что невозможно преодолеть эту мою божественную иллюзорную энергию, состоящую из трех гун материальной энергии. Но дальше он дает метод. Он говорит: «Мам эва е прападьянте, маям этам тарантите». Он говорит: но тот, кто предается мне, мам эва е прападьянте, только мне, он говорит, эва, но тот, кто предается мне, маям этам тарантите, то есть эту энергию мою может тарантите преодолеть. То есть Кришна как бы дает нам весь расклад, он дает нам возможность выйти из этого материального мира. Он рассказывает Бхагавад-гиту для всех нас, рассказывает Арджуне, но она предназначена для всех нас, для всех тех, кто начал задавать вопросы об абсолютной истине, для тех, кто начал, как бы встал на путь самоосознания и задался этими вопросами: кто я, где я, что делать в конечном итоге. И отвечая на этот вопрос, вернее, отвечая на вопрос, что делать, прежде всего мы отвечаем: кто я. И вот это понимание, что я не есть это тело, это первый шаг к нивелированию ложного эго. Вернее, теоретическое осознание того, что я не есть это тело, и в этом мире мне ничего не принадлежит, я не являюсь ни контролирующим, ни наслаждающимся. Это первый путь, первый шаг осознания своего истинного «я». Первое, это как бы вот основа того, что я не есть это тело. Но дальше, чтобы поддержать или даже не так, чтобы это знание стало реализованным, чтобы из гьяны оно перешло в раздел вигьяны, чтобы оно стало реализованным, нам необходимо действовать определенным образом. А другими словами, нам необходимо действовать так, как будто мы не являемся этим телом. То есть мы не должны действовать как тело, мы должны действовать как душа. А каким же образом действует душа? Каким образом, в чем является ее санатана дхарма, то есть ее вечная природа? Мы это также уже проходили, говорили об этом. И вечная природа живого существа, атмы, является вечное служение целому, да, источнику и причине всех причин, источнику всего сущего. И именно это является конституциональным положением души. И вот это желание служить, вернее, желание бескорыстно служить, которое проявляется в живом существе постоянно. Да, мы постоянно кому-то служим. Как Шрила Прабхупада говорит, мы служим семье, родине, партии, своим собственным чувствам, птичкам, собакам, кошкам. Мы постоянно служим. И более того, мы можем от этого испытывать огромное удовольствие, если это служение наш личный выбор, если это служение бескорыстно. Как вчера мы приводили этот стих, который Сута Госвами, давая ответ, он произносит эту шлоку «Савай пумсам парудхармо ято бхактира докшидж». Он говорит, что высшим благом для живого существа является такое занятие, которое приводит его к служению трансцендентному, к служению Богу. И именно такое служение, но дальше он говорит, ахайтуке пратихата яятма супрасидати, то есть, но максимальное наслаждение супрасидати живое существо может получить, если это служение будет непрерывным ахайтуки и бескорыстным апратихата, да, ахайтуке пратихата, бескорыстным и непрерывным. То есть таким образом, служа высшему целому, непрерывно и бескорыстно, мы как бы реализуем свою природу и избавляемся от амнезии. Я часто рассказываю эту историю, которая, это известная история, она, она не единственная на самом деле. То есть человека с амнезией, для того, чтобы он мог вспомнить что-то о себе, если кто-то знает его предыдущий, то, чем он занимался до амнезии. Например, в одной из передач
найди меня, там нашелся человек, который не помнил, кто он, юноша, ему около 25-27 лет было. И в студию пришли мама с папой, и он не мама и жена. Мама, жена, но он их не вспомнил, он не смог их вспомнить. Он смотрел на них просто как с таким стеклянным взглядом, не понимая, кто они, что они и так далее. И тогда ведущий попросил внести в студию сварочный аппарат, потому что этот юноша, он был сварщиком до амнезии, до той, значит, какого-то несчастного случая, который с ним произошел, он был сварщиком. И ему сказали, ну что, попробуйте начать делать то, чем вы занимались. И когда он начал варить, да, сварочным аппаратом пользоваться, варить, то память стала к нему возвращаться. И именно действуя таким образом, как мы действовали до амнезии, мы сможем восстановить свою память. И другими словами, если мы как бы верим в шастру и верим, и не просто верим, но и где-то осознаем, что мы вечные живые существа и действительно являемся по своей природе существами, подчиненными верховной абсолютной истине, да, зависящими от них, не свободными, а зависящими в хорошем смысле этого слова, как хороший господин, он всегда заботится о слуге. И мы, будучи безумно малыми частицами Верховного Господа, такими маленькими Кришнами, да, маленькими Кришнами, ищем прибежище в этой абсолютной истине и начинаем в этом материальном мире, начинаем служить Богу, то наша амнезия постепенно начнет, так сказать, нивелироваться. Наша истинная память начнет пробуждаться. Истинная память, которая постепенно, мало-помалу, она и будет, пробуждаясь, будет избавлять нас от ложного эго, от ложной концепции «я» и «моё». Вот. Таким образом, давайте я сейчас подведу небольшой итог, значит, того, о чем мы сегодня говорили. Я еще раз прочту стих, и потом мы обсудим тогда. Может быть, какие-то вопросы будут. Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Другими словами, ложное эго – это то, с чем нам придется расстаться, ну то есть с чем мы расстаемся в последнюю очередь, и то, с чем сложнее всего расстаться, именно потому что мы отождествляем себя с этим телом, да, и именно с телом сложнее всего расстаться. Да, у нас рождаются сактаха, привязанности там, к земле, на которой живем, к родителям, которые нас вырастили, к машине, на которой мы ездим, к семье, с которой мы живем. И постепенно, по мере разрыва наших отношений или этих привязанностей, они приносят нам огромную боль. Но самый болезненный разрыв – это разрыв с собственным телом. В момент смерти мы оказываемся вне тела, и мы понимаем, что то, что сейчас мы можем видеть, да, вне тела, уходит от нас. Его либо закапывают на 2 метра, либо сжигают. И это самое дорогое, что у нас есть. Огромная, то есть дживатма, которая находится под влиянием этих гун материальной природы, отождествляясь с этим телом, она испытывает огромнейшие страдания. Какие-то ученые сделали замер, когда гроб, так сказать, с телом усопшего подкатывали уже к этой топке, то те вибрации, которые можно было уловить каким-то специальным прибором, возле гроба, да, измеряли какую-то активность, такую биологическую активность биополя, они многократно усиливались. То есть такое чувство или такой же результат мог бы показать прибор, если бы в гробу лежал живой человек и каким-то образом начинал очень сильно волноваться. Вот это навело ученых все-таки на мысль, а что если смерть, биологическая смерть еще ничего не значит? То есть, а что если
живое существо продолжает жить, просто все функции его органов, так сказать, отказали, но оно но сознание продолжает жить, вот это сознание, которое тонко уловимое, оно продолжает жить, что если, да, и вот они были очень близки к этому, и мы знаем исследование доктора Моуди, который, ну, собственно говоря, на практических примерах подтвердил, что живое существо не является этим телом, исследуя более 500 случаев клинической смерти, записывая эти рассказы, сопоставляя их, видя определенные закономерности, он сделал вывод, что сознание и тело – это различные субстанции. Сознание и тело в какое-то время они могут как бы сотрудничать, находиться в одном месте, но при, так сказать, завершении функции тела, когда тело перестает уже, так сказать, функционировать должным образом, сознание отделяется от тела, и, ну, дальше как бы вот наука умалчивает, но Бхагавад-гита или Кришна в Бхагавад-гите, он неоднократно, значит, говорит Арджуне, что происходит с телом, что подобно тому, как мы снимаем или там сбрасываем старые одежды, никому не нужные, одеваем новые, подобное этому душа меняет старое и непригодное для жизни тело на новое тело. По определенным законам, естественно. Итак, причина ложного эго, вернее, причина того, что мы страдаем в этом мире, это ложное эго. И это единственная причина, которая, собственно говоря, является причиной страданий наших. Ложное эго – это не что иное, как отождествление себя с тем, чем мы на самом деле не являемся, с этим телом. И с тем, что его окружает. И вот эта концепция «я» и «моё», она приводит очень к сильным привязанностям, сактаха, как мы вчера говорили. Когда эти привязанности рвутся, мы испытываем сильнейшие страдания, депрессии, ужасные боли, да, сумасшествие, раздвоенность личности, как вчера мы тоже говорили, да, об этом термине. И это все больше и больше заставляет запутаться живое существо в этом вечном колесе самсары. Для того, чтобы разорвать это колесо самсары, нужно трансцендентное знание. Трансцендентное знание о том, что мы не являемся этим телом, что помимо ложного эго у нас есть истинное эго, и наши истинные желания, и наша истинная вечная природа, которую нужно и восстановить. Восстановить ее можно, вернее, осознать это можно лишь посредством получения трансцендентного знания и духовной практики. Практики, в данном случае мы говорим о бхакти-йоге, да, который описывает, процесс бхакти-йоги описывается очень подробно в Бхагавад-гите, мы будем дальше об этом как раз говорить. То есть действуя так, как будто бы мы находимся, как будто бы мы и душа, действуя именно как душа, мы снимаем, отбрасываем амнезию вот этого ложного эго и вспоминаем на самом деле свою истинную природу, которая является сад-читы-ананда. И мы подтверждали это, сегодня говорили о том, что по проявлению наших желаний или стремлений, вот стремлению к вечной жизни, стремлению к наслаждению, стремлению к обретению знания, вот эти стремления выдают в нас нашу вечную природу, сад-чита-ананда, как утверждают Веды. И чтобы восстановить эту свою природу, необходима духовная практика или излечение. Да? Излечение, то есть нужно принимать лекарства. И в данном случае лекарства, как мы уже неоднократно говорили, это чистая пища, чистый звук и чистая любовь. То есть пища, освященная пища, чистый звук именно как звук шастры, шабда браман, то есть изучение шастры, изучение священных писаний, Кришна Катха, киртан, совместное воспевание, сан-киртана, джапа, медитация, то есть это звук, все это чистый звук. Повторение святых имен, махамантры, на четках, без четок, неважно. Повторение благоприятных мантр в любых традициях, это неважно. И чистая любовь – это та практика преданного служения или практика бхакти-йоги, которая позволяет нам, так сказать, вспомнить свою изначальную деятельность, то, как мы действуем или действовали в духовном мире. Так, я одеваю наушники, мы давайте немножко пообщаемся. Есть ли какие-то вопросы?
Да, давайте, пожалуйста, активнее. Андрей, вы давно не задавали вопросы. Харе Кришна, дорогие преданные, Да, Хари я Кришна. прошу прощения, у меня сейчас нет возможности подключаться в начале трансляции, поэтому я по возможности уже Да, это должен не страшно. Не страшно. работаем. Вот, поэтому у меня вопрос следующий. Ну, я, конечно, часть лекции уже застал, но вопрос вот возник. Вот смотрите, ситуация, да? То есть мы изучаем Священное Писание, мы читаем джапу, мы питаемся просадом, мы общаемся с преданными, пытаемся как-то друг другу служить, но при этом а, вот общаясь с людьми на работе или где-то на улице, или вот с близкими, все равно вот когда говорят какие-то слова грубые или указывают на недостатки, то есть это все равно как-то воспринимается тяжело. Хотя я понимаю, что да, мне наоборот это как жизненный урок, но в сердце почему-то вот как-то остается, ну не, ну не боль, но вот какой-то дискомфорт. Я вот все пытался понять, как решить этот вопрос. Я молился за людей, которые вот мне делали больно. Да, потом, конечно, на сердце приходил покой, но я никак вот на данный момент никак не могу понять, почему вот в сердце все-таки возникает вот эта боль. Хотя я вижу, что человек не желает зла, он, может быть, просто ведет образ жизни такой, что он не может жить по-другому. Я его принимаю, как он есть, но вот почему-то в сердце какой-то остается вот какая-то боль внутренняя. Вот, ну, как-то вот такой вопрос. Почему вот это происходит? Хотя я пытаюсь, ну, вот правильно жить, то есть Мгм. общаться с преданными, кушать просад, повторять мантру. Но все равно вот много лет это внутреннее, оно не исчезает, оно не проходит. Не получается победить. Мгм. Да, это как раз и есть ложное эго. Ложное эго, оно сильно ранит нас именно таким образом. Когда мы отождествляем себя с этим телом, то все, что связано с этим телом, в том числе и тонкий ум, когда задевают наш тонкий ум, это приносит нам страдания. Простой пример. К примеру, вы идете по лесу, и какая-то ветка бьет вас по лицу. И вы чувствуете боль, но вы не слишком сильно на это реагируете, и через несколько секунд вы уже это забыли. Но если какой-то человек, особенно если это любимый человек, к примеру, подойдет к вам и треснет вам вот этой веткой по лицу, то возникнет то, вот что вы как раз, о чем вы говорите, вот это очень сильная обида, может быть, на века, на года, желание, там, не знаю, дать сдачи или еще что-то. Это вот как раз ложное эго. Ложное эго действует таким образом. Но вы можете задать вопрос, а есть ли люди вообще без ложного эго, и как они действуют тогда? Арджуна задает такой вопрос Кришне, и Кришна как раз отвечает, как они сидят, как они ходят. То есть люди, самоосознавшие себя от Марати, от Марамы или от Марати. И я, по-моему, вчера, но я могу путать, я, возможно, на Шримад Бхагаватам приводил этот пример одного саду, святого, которого один, ну, какой-то там джентльмен, выскочка, решил проверить на святость, да, и стал плевать в него. Тот только-только сделал омовение в Ганге, поставил тилоки, значит, и стал выходить, и он в него плюнул один раз. Тот опять совершил омовение, поставил тилоки, значит, и тот второй раз плюнул. И плевал, ну, чуть ли не полдня, там, пока слюна не закончилась. Но этот святой, он просто шел, омывался, возвращался и еще и благодарил. И тогда тот уже не выдержал и сказал, за что ты меня благодаришь вообще? Что я уже, вот, ну объясни мне, почему ты там не дашь мне в морду, почему то все. Он говорит, я на самом деле очень благодарен тебе. Благодарен за то, что ты дал мне возможность сегодня в этот жаркий день несколько раз совершить омовение. И, собственно говоря, я освежился очень хорошо на будущее. Вот. И у нас же есть другой пример. В нашей культурной традиции, в христианстве, в православии есть Серафим Саровский, который был по 2 метра высотой ростом, и однажды на него напали
грабители, там, я уж не знаю, что они хотели у него взять, там, траву сныть или, я не знаю, что там, меда чуть-чуть, сухариков, непонятно, но они били его обухом топора, и он мог очень легко с ними расправиться. Ну, представляете, огромный просто рост у него. И вопрос, обычный человек может задать вопрос, почему? Почему он, собственно говоря, мало того, что он ничего с ними не сделал, еще когда их поймали и привели к нему, он сказал, отпустите их. Через них Господь просто решил мою вот гордыню немножко подрихтовать. Вот. Ну, слово рихтовать, наверное, он не использовал, конечно. Но, в общем, подправить мою гордыню. И есть другой пример, обратный пример. Один из известных режиссеров, я не постесняюсь назвать его имя, это Михалков, известный всем. Когда его закидали яйцами, и потом, когда этого человека, который бросал яйца, поймали, охрана и подвела к Михалкову, то Михалков поступил отнюдь далеко не как Серафим Саровский. Он размахнулся ногой и ударил в пах просто этому человеку. Вот такова разница. То есть по степени реакции на то или иное действие в отношении вас можно судить о размере ложного эго, насколько это боль приносит. И вопрос логичный, а как избавиться от этой боли? Как избавиться от этой боли? Первое, с точки зрения просто сознания, своего личного сознания, нужно понять, что все, что происходит со мной, это происходит по 3 причинам. То есть первое, это моя карма. Это моя карма, которая уже взошла, и я должен просто отдать свои долги. Вторая причина – это то, что, возможно, это определенный, тренировка, тренинг для меня, да, чтобы я мог научиться контролировать свой гнев, научиться контролировать свое ложное эго, научиться понимать, как Иисус говорит, да, вот Он говорит интересную вещь, Он говорит, если вас ударили по левой щеке, подставьте правую. И некоторые трактуют это как непротивление злу насилием, да, то есть вот идет зло, но мы как бы все это, вот все, что там, хоть плюй в глаза, все Божья роса. Нет, речь идет как раз о другом, речь идет о глубоком сострадании, когда наш гнев мгновенно трансформируется в сострадание, когда в отношении нас происходят какие-то вот такие действия. Это уровень святости, безусловно, это уровень святости, потому что святые, они не находятся под влиянием гун материальной природы. До тех пор, пока мы находимся под влиянием гун материальной природы, с нами будут происходить эти вещи. И единственный способ каким-то образом избавиться вот от этой боли, причиняемой нам ложным эго, да, когда его задевают каким-то образом. А его задеть легко достаточно. Вот. Это иметь крепкий, сильный разум, или одухотворенный разум, как говорит Кришна. Одухотворенный разум, он зиждется на знании, и вот это знание как раз заключается в том, что первое, мы понимаем, что все, что с нами происходит, мы заслужили сами. Второе, и в этой связи мы выдыхаем, когда мы, собственно говоря, получаем вот это вот, да, мы говорим, о, все, ну, чуть-чуть меньше стало нам, кармы стало чуть-чуть меньше, мы уже отработали что-то, вот кто-то в нас плюнул, вот кто-то нам дал по лицу, вот кто-то нам посмеялся над нами, о, смотрите, нам меньше уже страдать придется, это раз. Второе, это тренировка ложного эго, безусловно, тренинг такой, знаете, тренировка. И я помню, мы проводили курс Шрадха года 2 или 3 назад, мы изучали язык гун материальной природы. Простой принцип, например, Бхакти Тиртха Свами, мой духовный учитель, Джон Фейворс в миру, он говорит о том, что любое негативное действие в отношении нас – это призыв к любви. Любое вот это действие негативное в отношении нас – это призыв к любви. И мы должны эту любовь сразу подарить. Да? Это хорошая тренировка именно проявлять нашу любовь, потому что могу вам привести массу примеров, но, может быть, сейчас не совсем есть время на это, потому что тема ложного эго – это вообще это целая огромная беседа, можно ее, может быть, продолжить завтра, и, если хотите, можно обсудить это, потому что это действительно ключевая вещь, она самая скрытая, самая тонкая, мы не знаем, как действовать в этой ситуации. Можем практиковать 20-30 лет, но быть не свободны еще от ложного эго. И это ложное эго разрушает нашу веру. То есть боль, которую оно приносит, она разрушает нашу веру. И вот когда мы проводили этот курс, мы пытались учиться языку гун, материальной природы. И я задал обучающимся такой вопрос. Переведите мне, пожалуйста, с языка гуны невежества на язык гуны благости
следующую фразу. Вы подъезжаете парковаться, к примеру, куда-то на стоянку, и вдруг кто-то, он просто подходит к вам и говорит: слышь ты, там, ну не знаю, что они обычно говорят, там, лось, да, лось или там, не знаю, ну кто-то там, ты что, не видишь, что это мое место, я только сюда собрался, я что корячусь здесь, напрасно что ли, чего ты вообще, что ты делаешь вообще? И представляете, да, что мы чувствуем? Первое желание, особенно если у нас природа кшатри, это дать в лицо. Вот. Но если мы как бы идем по пути духовной практики, мы просто берем и переводим с языка гуны невежества на язык гуны благости. И я попросил это сделать обучающихся. И вот один из них очень дал хороший перевод, знаете, он очень сильно мне понравился. Если хотите, я сейчас дам вам этот, как бы можно перевести его вот, ну, на нормальный язык. Сказать? Да. Да, пожалуйста. Ага. Так вот, значит, он перевел следующим образом. Слушай, дорогой человек, ну меня и так никто не уважает, а тут еще и ты так себя ведешь. Вот, и это замечательно, ведь если бы нам кто-то так сказал, то есть я и так страдаю, я и так, смотри, у меня то, у меня все, у меня там, я не знаю, проблемы в семье, проблемы на работе, и здесь последняя капля, ну, пожалуйста, ну, ты хотя бы прояви ко мне уважение, ну прояви ко мне уважение, вот. И вот такие слова были бы нам вполне понятны и доступны, и мы могли уже действовать совершенно по-другому, вы согласны? Вот, поэтому здесь научиться переводить с языка гуны невежества на язык гуны благости – это большое умение. То есть тогда мы будем видеть в каждом негативном действии действительно призыв к любви. Призыв к любви, и тогда сможем еще натренироваться и дарить эту любовь сразу. Представляете? Дарить эту любовь. Вчера мы приводили несколько примеров, но сейчас не буду уже. Вот, поэтому это второе, что мы должны понять, как бы, ну, на уровне разума. Это тренировка, это тренинг, это возможность сейчас проявить свои духовные качества. То есть вот сразу, да, мы как бы включаем это. Первое — это карма, да, это должно, сейчас хорошо, сейчас еще один узелок я развяжу, так, скажи еще что-нибудь мне такое хорошенькое. Вот. И тренировка, да, это хорошо, вот я тренируюсь, вот на этом спарринг-партнере. Айкидо, да, то есть он меня бьет, а мы дарим цветы. Как это, один духовный учитель, Индраджумна с вами, была замечательная история. Это вот принцип того, как действует саду, действительно, как действует саду. Его везли в аэропорт, Индраджумна Махарадж его везли в аэропорт, он был в шафрановой одежде, ну, как всегда, выбрит с этим вот чубчиком, и гирлянда у него висела на шее. И когда они поравнялись на светофоре с какой-то машиной, которая, ну, где там сидели такие подростки очень веселые, навеселе, такие вот очень все блатные, то они стали что-то там, ну, пальцем показывать, смеяться, хохотать, еще что-то такое. И это было очень обидно. Преданные не знали, как действовать, что вообще, ну, может быть, остановиться, надавать им по морде или еще что-то. Но Махарадж, он открыл окно, просто открутил окно, и попросил то же самое сделать вот, того, кто смеялся, да, и тот открыл тоже окно. Он снял гирлянду с себя и повесил этому, вот там кто там, водитель был или, да, нет, ну кто-то с соседнего места, да, и повесил ему на голову, прям через окно, вот так вот, повесил ему гирлянду на шею, и тот обалдел просто, он обалдел, и как-то машинально у него руки сложились в намаскаре, и он так склонил голову, но он, наверное, понял, что это такой человек индийский, и надо ему. И он выразил ему почтение, очень спонтанно. Так действует джива-атма, джива-душа, она так действует. Когда в присутствии вот такого неадекватного, да, с точки зрения материальной поведения. И когда ученики в восторге, ну как бы в каком-то непонимании, они увидели, как вообще это работает, они спросили: Махарадж, как это так? Что за ситхи вы проявили? Что за такое вообще? Он говорит: нет, просто мы должны, пусть они бросают нас камни, но мы будем дарить им цветы. Вот этот принцип. И вот этот тренинг, тренировка, да, и третья причина, по которой с нами может такое происходить, мы должны просто с точки зрения разума это очень четко понимать и быть готовым к этому всегда. Тогда ложное эго не успеет нас атаковать. А если оно нас атакует, мы сможем с помощью разума эту ситуацию преломить. Это может быть еще и тестом. То есть мало того, что это может быть обучением, но это может быть и тестом.
Тест – это серьезная вещь, вы знаете, да, то есть уже все, пройден какой-то этап обучения, и вот к нам приходят тесты, к нам будут приходить тесты, и чтобы сдать этот тест, нам нужно всегда находиться, что называется, вот в серьезном таком готовом к тесту состоянии. Вот, поэтому да, сейчас это может быть больно, это ложное эго атакует, но противодействие ложному эго может быть только трансцендентное знание, то есть понимание природы ложного эго, понимание того, что оно сейчас меня атакует, и, собственно говоря, понимание, как действовать, когда ложное эго атакует. Вот. И в этом смысле, значит, вот рекомендация только такая. И постепенно влияние ложного эго сойдет на нет. То есть, другими словами, как только мы дойдем до уровня гуны благости, мы сможем контролировать ложное эго. Но от гуны благости до трансцендентной гуны, шудха саттвы, да, чистой благости, там всего лишь остается один шаг и наше желание. И тогда мы уже будем, как Индрадьюмна Махарадж, как Серафим Саровский, как, ну, не побоюсь этого слова, как Иисус Христос, то есть вне гун материальной природы, Брахма, Бхута, Прасана, Атма, то есть мы будем постоянно в блаженстве. Но этот путь нелегкий, пусть вот эти три понимания дадут всем нам, ну, как бы некое умиротворение того, что, ну, как бы, да, когда эго начинает воспаляться. Это моя карма, хорошо, один узелок развязал, я рад поэтому. Я рад, и пусть дофамин вырабатывается в связи с этой радостью. Я счастлив, что мне вот, дали возможность развязать этот узелок. Второе, это тренинг, это хорошая возможность. Я вот сейчас нахожусь со спарринг-партнером. Я должен проявить все свое знание сейчас, умение для того, чтобы победить свое ложное эго и возвысить сознание этого человека тем самым. Потому что такое, ну, как бы, неадекватное с точки зрения материального поведения, оно возвышает сознание. Да, однажды я просто, ну, нечаянно облил группу автомобилистов, которые стояли с машиной, разбирались, и они решили догнать меня. То есть я понял, что я их облил как-то. Они догнали меня, и когда увидели, что я открываю окно, они почему-то рванули вперед. Но на светофоре я их все-таки догнал. Открыл окно, попросил их открыть окно и очень искренне извинился за то, что сделал. И они просто были удивлены, потому что я так понимаю, что вперед они рванули, подумав, что я сейчас буду с ними ругаться там или еще что-то. И решили не связываться, может быть. Но я их догнал, извинился, и это вызвало огромное удивление на их лице. То есть обычно так не делают, обычно догоняют для того, чтобы сказать что-то неприятное. Вот. Итак, по милости духовного учителя, иногда такие случаи происходят в моей жизни, когда мне удается вот, ну, противостоять своему ложному эго и все-таки извиниться. Или, допустим, если происходит какое-то время, я понимаю, что все-таки я не прав, я пытаюсь, если это еще возможно, найти этого человека и извиниться тоже. Вот. И это работает. Это, с одной стороны, дает все меньше и меньше возможностей моему ложному эго атаковать меня в разных ситуациях похожих. Мы как бы проходим эти штампы и избавляемся от этих программ, установок. И с другой стороны, дает возможность возвысить сознание другого человека. Итак, вывод такой. Любое негативное действие – это призыв к любви, и мы должны знать, как дать эту любовь вот, в соответствии с местом, временем и обстоятельством вот этим людям, которые нас как бы обижают. Спасибо вам. Да. Может быть, еще какой-то вопрос? У кого еще есть вопросы? А еще время есть у нас? Ну, да, давайте. Там вроде бы никаких мероприятий не планируется после нас, поэтому можем немножко обсудить, потому что эта тема, я, ну, как бы действительно понимаю, что она очень сложная, тонкая, да, потому что ложное эго – это самый тонкий элемент в нашем теле, то есть, вернее, ну, из чего состоит наше тонкое тело, и он незаметен, то есть мало кто знает вообще о нем. Ум, разум еще, да, как-то проявляются, но поэтому следует более подробно разобрать это, может быть. Угу. Ну, вопрос у меня такой. Вот после последнего разговора
когда мы там разговаривали по поводу там напрямую, не напрямую там молиться Кришне, я вот ходил, думал об этом целый день, и как раз сейчас получается, ну вот этот э, конференция, она перекликается с той темой, о которой я думал. И, то есть, вопрос такой, правильно ли я понял, что вот это вот наше ложное эго и подверженность гунам вот этим, оно является оскорблением, из-за которого мы не можем вот так вот напрямую, ну, допустим, брать и молиться Кришне, и почему мы должны делать это через гуру, потому что, ну, опять же, из-за вот этих вот оскорблений, которые мы можем ну, доставить, ну, если делать напрямую. То есть, получается, это связано с ложным эго, правильно? Да, вы правы. Здесь, значит, нужно сказать, что, собственно говоря, у нас, ну, как мы говорили, да, гуру – это прозрачная среда. То есть, чтобы нам быть услышанным, нам нужно действовать через прозрачную среду. Если мы пытаемся до кого-то, ну, там, кому-то что-то показать, но окно полностью запотевшее, нас никто не увидит. Мы должны найти тот участок окна, который, ну, как бы не запотел, да, и через него пытаться уже что-то сказать. Это первый момент. Второй момент, конечно же, находясь в трех гунах материальной природы, нам крайне сложно, то есть любое действие в отношении Бога, оно, вы правильно сказали, оно будет считаться аппаратхой, оскорблением. Потому что, как правило, да, все наши большинство наших молитв, даже вот обращение к Богу, они связаны с нами лично. Да? То есть мы как бы, даже иногда не подозревая для себя, пытаемся эксплуатировать Бога. То есть, да, мы поняли, что место Бога занято, но дальше что? Ну, надо как-то посмотреть, надо извлечь максимальную пользу из не очень выгодной сделки. Да? То есть мы, ну понятно, мы не боги, ясно, хорошо это признаю. Я понимаю, что я не контролирующий, но дай-ка я вот все-таки попробую теперь вот получить по максимуму от того, кто является источником всего. Да? И вот мы просим там о каких-то материальных благах, о хорошей работе, о учебе, там, о пятерках, о сдаче экзамена, о сдаче прав, там, ну, я не знаю, всякие разные вещи, о здоровье, в конце концов. И что интересно, что ведь даже на такие молитвы Бог как-то умудряется отвечать. Вот. Но это аппаратха называется, это оскорбление. Это обращаться с такими молитвами к Богу, это оскорбление. Оскорбление это подобно тому, как, знаете, помимо того, что это оскорбление, это еще и большая глупость. Подобно тому, как вот в притче о бабушке, которая несла хворост, собрала хворост, и ей тяжело было, она несла, и вдруг уронила его. И Господь из своего сострадания, Он явился перед ней и сказал: чем помочь тебе, бабушка? И она сказала: ой, Господь, ты можешь мне вот это все на спину заново положить, а то я стара уже, сама не могу, как бы, да? Вот. Или будучи у богатого человека там, в гостях, который сказал: ну проси, что хочешь, попросить у него щепотку риса или еще что-то. Вот. Если уж просить, то просить по максимуму, да? Просить освобождения, просить возможности служить из жизни в жизнь и так далее. Поэтому, да, вот это как раз влияние ложного эго как раз и не дает нам, вернее, дисквалифицирует нас как личность, которая может напрямую обращаться к Богу. Именно ложное эго. Почему? Потому что, во-первых, мы не можем, не в состоянии будем воспринять тот ответ, да, чистым разумом, без искажения, который даст нам Господь. Да. Кришне ничего не представляет сложным дать нам, как он говорит: я, будучи в сердце каждого живого существа, как Параматма, я даю память, знание и забвение. И он может дать нам и знания, и память, и забвение, но дать какой-то совет даже. Но вопрос, как мы его услышим, как мы его поймем, как мы его интерпретируем. Через призму трех гун материальной природы, через призму своего ложного эго, через призму своего оскверненного ума. Поэтому нет никакого смысла напрямую обращаться к Богу. И, собственно говоря, точно так же, как и любое служение, которое мы хотим выполнить,
Бог получает самое совершенное, самое совершенное. Поэтому мы делаем это служение через духовного учителя. Мы подносим это служение духовному учителю. И лишь по просьбе духовного учителя Бог не откажет. Своему чистому преданному Он не отказывает. Он примет наше несовершенное служение. Вот. Да. Угу. Все, понял, спасибо. Так. Ну что, как еще есть какие-то у нас вопросы или какие-то моменты не совсем понятные для нас? Они понятно, что остаются, но мы вот изо дня в день, если будем достаточно, так сказать, систематично посещать эти беседы, то мы потихонечку, помаленечку всю эту логику выстроим и дойдем до понимания того, как же действовать в этом материальном мире, обладая ложным эго и так далее. Кришна все это объясняет. То есть 6 глав, он дает описание, первые 6 глав, он дает описание тех путей, духовных путей, которыми человек может идти и идет. Вот. И последующие 6 глав он описывает фактически уже одну из основных наук, это и путей, это бхакти-йогу, более подробно. И, собственно говоря, поскольку мы идем по пути бхакти, это наш выбор, мы понимаем, что только путь бхакти может даровать живому существу именно истинное блаженство и истинную радость, истинное знание. Слияние с Всевышним как метод, да, освобождения или нирвишеша, нирвана, поскольку душа является, у нее как бы деятельное начало, оно не может бездействовать, то этот путь, несмотря на то, что он описывается также Кришной, он все равно тупиковый, в том смысле, что придется все равно, как говорит Кришна, также сам в Бхагавад-гите, придется все равно возвращаться на землю, и даже если мы слились с бытием Брамана, да, с Брамаджьоти, но душа, будучи по природе деятельной, она все равно захочет действовать. И вот деятельность в любви, деятельность в служении, это та природа, о которой как раз мы несколько раз уже говорили, Сута Госвами говорил, да, Савайпам Сампарудхармо.